Вячеслав, очень многих наших партнеров интересует такой вопрос, что явилось причиной, что успешный лидер, высокооплачиваемый топ-менеджер оставляет компанию, оставляет этот успех и создает свою компанию с нуля. Да. Ну, начнем с того, что там, проработав какое-то время, у нас сложилось какое-то свое понимание, видение компании, видение сети, и мы знаем, что самый качественный фидбэк, то есть самая качественная обратная связь, вообще, что происходит в компании и что вообще, куда компания движется, это все в полях, то есть когда вот именно работа идет с людьми непосредственно. То есть самый качественный, всегда говорю, что самый качественный фидбэк, обратная связь это от лидеров, потому что они постоянно в полях, потому что они постоянно общаются с людьми, эти люди ежедневно встречаются с какими-то возражениями, и если мы от этих людей берем фидбэк, то мы можем компанию делать все лучше, лучше, лучше. Вот. Мы работали как лидеры, мы работали в полях, и были различные, значит, вопросы у компании, и мы видели то направление, в котором компания могла бы двигаться для того, чтобы становиться все лучше, все конкурентоспособнее, и чтобы людям в компании было с каждым днем комфортнее работать. Вот, к сожалению, нас, то есть наши предложения не выслушивались, у нас возникли там в один момент разногласия с руководством. Вот, у меня есть такое по жизни кредо, что если тебе что-то не нравится, как кто-то делает, просто выходи, делай сам. Там, если тебе не нравится, как кто-то читает презентацию, просто выходишь, читаешь сам. Если нравится, как работает компания, просто выходи, делай сам. Вот. И мы приняли это решение делать компанию, причем мы эту компанию все-таки делаем больше не, мы как бы являемся номинальными владельцами, но мы работаем, мы как продолжали, как в полях работать, как лидеры, мы продолжаем работать. Почему? Потому что нам очень важно, что происходит в полях, с какими возражениями сталкиваются люди, и когда мы это видим, мы можем уже в компании что-то менять. То есть получается, что мы, по сути, создали свою собственную компанию, где мы с тем же лидерским составом, которые всегда были с нами, мы вместе эту компанию делаем. То есть, по сути, это компания не двух людей, это компания целой лидерской команды. Это компания такой большой, хорошей лидерской команды тех людей, которые давно работают на рынке, которые знают, что нужно делать. И вот мы все вместе, потому что мы всегда прислушиваемся к мнению наших лидеров, мы все вместе сегодня делаем компанию Setting Box, и наша задача, основная, наверное, первостепенная задача, это сделать так, чтобы с каждым месяцем в компании становилось работать все проще и проще. То есть, чтобы создавать такие условия, чтобы человеку было комфортно работать, комфортно рассказывать о продуктах, зарабатывать хорошие деньги, чтобы компания работала вообще по всем рынкам. И мы сейчас будем действительно активно работать на международные рынки, потому что мы знаем, что в тех странах тоже есть люди, которые хотели бы, наверное, присоединиться к нашей идее, а именно сделать такую компанию, в которой реально было бы работать удобно. Я понимаю сейчас с точки зрения, допустим, руководства, что есть некоторые моменты, где невозможно идти на компромисс, потому что надо сделать, в компании нужно сделать так и никак иначе. Тем не менее, мы стараемся идти на компромисс, то есть, потому что мы еще раз смотрим на компанию не с точки зрения только руководства, а мы смотрим на компанию с точки зрения сети, дистрибьюторов, и опять же ездя по регионам, постоянно общаясь с людьми, собирают эту обратную связь, мы это все потом транслируем в компанию, что-то в компании меняется для того, чтобы людям было комфортно работать. Ага, отлично. Спасибо за ответ. И второй вопрос, который интересует вообще всех, не только партнеров нашей компании, это что будет с Setting Box в будущем, через какое-то время, приблизительно 3, 4, 5 лет. Хорошо. Ну, начнем с того, что у нас очень большие планы на эту компанию. Понятно, что это все говорят, вот, но дело в том, что у нас уже есть созданное какое-то имя, у нас есть созданный имидж, у нас есть большая команда профессионалов, лидеров, которые идут вместе с нами, и мы не можем сегодня делать какие-то плохие вещи, то есть какие-то плохие мы не можем делать компанию, которая через какое-то время прекратит существование. У нас очень много идей, очень много планов, и мы будем постоянно какие-то новые продукты изобретать. То есть мы будем внедрять в работу
значит, различные фишки, инструменты для того, чтобы еще раз дистрибьюторской сети было удобно работать. Вот. Мы сейчас работаем активно над одним продуктом, который, как я уже говорил, его не то что не было на рынке MLM, его не было даже и на линейном рынке. Очень скоро у нас будет этот преланч этого продукта, то есть вы все увидите. Вот. И компанию мы еще готовим к выходу на IPO, то есть мы хотим сделать компанию публичной. Вот. И я думаю, что это, наверное, о многом говорит. И учитывая то, что мы сделали уже буквально вот там с момента старта за это короткое время, это уже говорит о том, что мы действительно очень много в компанию сейчас инвестируем, делаем так, чтобы она росла, развивалась. И у нас работа в планах работать очень долгое время. Вообще, почему? Потому что сегодня мы делаем, в принципе, это дело всей жизни. То есть мы очень долго к этому шли. Я шел к этому 8 лет, мой партнер шел к этому 15 лет, к этому. И мы очень много, то есть здесь поставили сейчас ставок. И сегодня это то, что то единственное, то, чем мы сегодня занимаемся и вкладываемся. И поэтому компания будет работать очень долго. Окей. Благодарю за ответы. Я думаю, что мы прояснили многие вопросы, и спасибо большое.